Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 сентября, вторник. И сейчас, когда я записываю это видео, в Конгрессе Соединенных Штатов идет своего рода битва при Грюнвальде или в Вене против Османской империи или что угодно. Короче говоря, если не будет в ближайшие пару-тройку дней принято некоторое количество законопроектов во временном финансировании, с 1 октября все государственные органы Соединенных Штатов Америки лишаются финансирования. Зарплаты будут получать только те служащие, которые считаются крайне необходимыми. К ним относятся военнослужащие, какая-то часть, не вся, сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, пожарники, ну вот такое, скорая помощь. Всем остальным уже розданы предварительно инструкции, кто будет оставаться дома, кто будет ходить на работу, но без зарплаты, с обещанием, что потом, когда все нормализуется, вернется. Короче говоря, ожидается как маленький ядерный взрыв или большое извержение вулкана. Что произошло? Я вам рассказывал в предыдущем видео, что творят республиканцы там, в Конгрессе. Меня главное, и вас, наверное, главным образом интересует, что там с помощью Украине. Сегодня будут голосоваться 3 законопроекта. Это об обороне, о финансировании Госдепартамента и финансировании внешних операций, где заложены суммы для помощи Украине. Но это не те 24 миллиарда. Здесь все гораздо скромнее, но очень необходимая сумма. Маккарти, спикер, которого свернули в бараний рог трамписты из группировки МАГА, пошел на попятные. То есть у него выбор какой? Или пойти принципиально, вопреки им, а их, так по большому счету, где-то 29-28 человек, которые вот эту всю воду мутят, которых называли, я говорил в предыдущем видео, клоунами, идиотами, для которых самое главное – это личный пиар. Так вот, он полностью поддался им. Пока что будет с помощью, вот, с ассигнованиями на Украину, не ясно, но там было несколько вариантов. Обсуждали, как можно все это принять, каким образом соединить или разделить законопроекты, чтобы оставилась там помощь. Вот эти 29, они заявили, что в любом варианте, любой законопроект, который будет включать помощь Украине, они заветируют. Плюс там еще появился полоумный, вернее как, он давно известен, что он полоумный, некий сенатор Рон Пол, большой любитель поездок в Москву и переговоров в Кремле. Он не так давно там бывал. В общем, человек, на мой взгляд, скажем мягко, странный, который сказал, любой законопроект, который будет включать, даже законопроект на оборону, который будет включать ассигнование помощи Украине, он один, а сенаторы так могут сделать, один вот сейчас, все назначения на высшие посты в Министерстве обороны задерживают уже чуть ли не полгода. Так вот, он сказал, что он один будет, в общем, предпринят все возможные процедуры и меры для того, чтобы затянуть принятие этого законопроекта на достаточно долгое время. Некоторое время назад, до начала вот этих дебатов, группировка из 29 республиканцев, вот этих трампистов, там в основном члены Палаты представителей, плюс сенатор Рон Пол, написали письмо открытое по поводу Украины, которым, значит, высказались таким образом. Война уже идет там 18 месяцев, а мы находимся все там же сейчас, где находились полгода назад. Надо на этом ставить точку. В общем, происходит то, о чем я предупреждал много месяцев. Республиканцы не то что сливают Украину, они вообще это удар, нокаутирующий, я бы сказал. Думаю, что 29 этих идиотов, иначе их назвать не могу, не потому что они так настроены, а потому что, голосуя таким образом, занимая эту позицию, они убивают Соединенные Штаты, их экономику, их позиции во всем мире, они ломают весь миропорядок. Я не верю, что так может произойти, что 29 полоумных могут такое сотворить.
То есть рано или поздно как-то их образумят. Но пока вот так. То есть все сейчас мысли на то, как принять временное финансирование, вот эти законопроекты. И вполне возможно, что для этого придется на какое-то время пожертвовать помощью для Украины. Но есть другие варианты. То есть, если, ну так, представить совершенно черный вариант, если республиканцы вообще заблокируют эту помощь, ну не то, что навсегда, скажем так, на следующий финансовый год, или на полфинансового года, или на 3 месяца, есть резервный вариант, о котором я вам расскажу в следующий раз. Не хочу предвосхищать события, все-таки я надеюсь, что сегодня все-таки разум восторжествует. Кстати, Байдена, когда неделю назад во время визита Зеленского спросили, как-то насчет помощи Украине, он сказал: надеюсь, что здравый смысл в Конгрессе восторжествует. Другой альтернативы нет, сказал президент США. То есть сам он нарисовать доллары не может. Но, повторяю, есть резервный вариант, который радикально может решить эту проблему. Для этого, если я не ошибаюсь, Конгресс не нужен, расходы американского или затраты американского налогоплательщика не нужны. И я вам о нем расскажу в следующем видео. Но скажу сразу, что ленд-лиз это не касается. Ленд-лиз, ну, я уже кости в языке сломал, рассказывая о ленд-лизе. Кто хочет узнать в деталях всю его антологию, у меня есть на сайте, как вы знаете, плейлист, там все подробно рассказано. Вкратце вам скажу, в том виде, в котором его приняли, разработали его в Конгрессе США, это не администрация разработала, а в Конгрессе США законодатели на двупартийной основе, вскоре после того, как Путин начал агрессию против Украины, и они быстренько приняли этот законопроект, в котором, внимание, не заложено ни цента. То есть на вот этот закон о ленд-лизе, который, кстати, он истекает через 4 дня, на него невозможно поставить ничего. Ленд-лиз это не значит бесплатно. Это не значит, что президент может или министр обороны засунуть руку в арсенал Пентагона, все взять сколько угодно, чего угодно и бросить куда угодно. Должна быть сумма, потому что все что-то стоит. Так что забудем. Кстати, тут опять накануне визита Зеленского в Вашингтон представители, я не знаю, это какие-то залетные гастролеры, уж не из Кремля ли, но представляясь представителями украинской диаспоры, они воодушевленно рассказали, что им в Конгрессе республиканцы сказали, что в ближайшие дни будет принят новый закон о ленд-лизе. Ждем. Ну, то есть я вам рассказываю это как о безумном высказывании, которое не может материализоваться. Вот такая ситуация с финансированием. Но в случае финансирования, в случае задействия резервных возможностей, надо бы их задействовать и в Украине. Ну вот смотрите, уже 2 недели в Киеве работает большая группа американских инспекторов и даже финансовых разведчиков из финансовой разведки США, Финсен. Ищут, уже нашли. Но мы же знаем, то есть нам президент Зеленский сказал, что воровали не доллары, мы воровали гривны. Но какая разница, воровали. Причем государственные органы назвали сумму в прошлом году 36 миллиардов, это $1 миллиард. Этого хватило бы надолго для того, чтобы купить боеприпасы, которые так необходимы сейчас на поле боя. Почему их никто не ищет? Почему сейчас, когда речь заходит о украинских патриотах, как, допустим, полковник Червинский, уже все дело сляпали, уже он за решеткой, уже суд там идет или вот-вот начнется, а 36 миллиардов гривен никто не ждет, то есть никто не ищет их. Я думаю, надо использовать пребывание американских финансовых разведчиков в Киеве и обратиться за помощью. Если правоохранительные органы, следственные органы, спецслужбы Украины не могут найти следов вот этих 36 миллиардов, обратитесь за помощью к американцам. Прямо там, в Киеве, зайдите в американское посольство. Вам найдут, вам помогут найти. Потому что следствие уже американцы сами по себе ведут. Ведут по всему миру. В Эмиратах, в Омане, в
в Абу-Даби, в Дубае. Там понаходили уже на подставных лиц, но следы тянутся в Украину. И коттеджи, и банковские счета. То есть возникла форс-мажорная ситуация. Надо находить деньги везде, где они есть. И прежде всего деньги ворованные. Ну, это, так сказать, вот напряженная боевая ситуация. Но следовало ожидать, это война. Еще один бой, это очередной фронт. И на нем нужно победить, только победа. Тем более, что на традиционном фронте, военном, стратегическом, в последнее время дела складываются очень и очень даже неплохо. Вот смотрите как. В предыдущем видео я вам рассказывал по поводу Атакамс. Подтверждаю, работают. Затем, причем еще скажу одну вещь, еще раз запомните, что каждый, с начала войны, с начала российской агрессии, в каждый момент, отдельно взятый, от 20 до 25% оружия, которое союзники поставляют в Украину и которое уже там работает, оно не анонсируется по различным соображениям. Прежде всего, из соображения эскалации, а также некоторых других оперативных соображений. Кстати, о них мы будем говорить дальше сегодня. Так вот, значит, Атакамс, еще ракета, еще дальше, больше и сильнее, чем Атакамс. Это не Торос. Затем, только я, значит, выложил это видео, как появляется сообщение по поводу танков Абрамс. Ну, конечно, скептики, нытики начнут говорить, а что там, их всего 31. Правильно, 31. Потому что нужно все делать постепенно. Если сейчас поставить их 200, то через неделю из этих 200 останется 31, потому что остальные будут уничтожены. Нужна инфраструктура, все это нужно создать. Главное, нужно в стратегии, в конкретных операциях найти место этим танкам, где они будут применяться. Иначе единственный выход – зарыть их в землю, а с таким успехом можно Т-34 зарывать в землю. А так придется Абрамсы зарывать в землю и использовать их как простую пушку или Т-34. Всему свое время. Так вот, что произошло? Сломалась матрица в Кремле. Сломался генеральный план войны против Украины. И как это все задумывалось? И мы с вами это обсуждали много раз. И все в целом, по отдельности. Стратегия Кремля была такая. Создали армию, я называл это армию для понтов. Это компактная армия для наведения шороху вдоль границ Российской Федерации. Путем маленьких победоносных войн, желательно против государств, у которых, как они считали, не сильны вооруженные силы. Вот такая компактная армия, плюс блеф. Это вот помните Путин, когда он анонсировал агрессию против Украины, он так сказал, мы начинаем, я объявляю, а если вот эти союзники Западной Украины осмелятся, то мы им покажем то, они испытают то, что не испытывали за всю историю своего существования. И с тех пор вот этот блеф, он шел. То есть мы чуть-чуть здесь продвинемся, кстати, продвинулись там, куда их пустили, без единого выстрела, так по большому счету. Я имею в виду прежде всего юг. Особых успехов вот этой самой компактной второй армии в мире до сих пор не наблюдалось. Так вот, значит, залезли на эти территории, и не дай бог вы зайдете, мы тут же применяем ядерное оружие. Ну и постепенно, как мы с вами обсуждали, лягушку варили. А это является традиционной стратегией Соединенных Штатов Америки. Эскалация помощи Соединенных Штатов иностранным государствам-союзникам таким образом, чтобы это не вылилось в масштабную войну, Третью мировую, с применением ядерного оружия или с участием многих государств, что тоже является Третьей мировой войной. Так вот это постепенное варенье лягушек, которое закончилось поставок вот этих ракет, которых только что упомянул, теперь танки Абрамс, теперь понятно, что получит Украина все, кроме ядерных боеголовок. Ну и апофеозом всего этого удар по штабу Черноморского флота. Сколько было красных линий. Мы не потерпим, там туда-сюда. Ну вот и получите. Что в ответе? Ответ
грозная бледная моль из Кремля молчит. Вместо нее ответил грозный гном Медведев в телеграмме, где вновь пригрозил тактическим ядерным оружием. Причем сейчас он как-то так увереннее, чем это было еще неделю-две назад. Все. То есть воду спустили, Бобик и сдох. Теперь я вот захожу в 6-ю палату проверить там температуру. Значит, ситуация с температурой следующим образом. Мордор может применить тактическое ядерное оружие, это вот одна эскалация, или пойти на географическую эскалацию, то есть напасть на другое государство, ну, прежде всего НАТО, страны НАТО. Только в одном случае, если будет нанесен, если ВСУ нанесут массированный ядерный удар по Москве, который повлечет за собой такое количество жертв, как 9/11, 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Вот оно и все. То есть лягушка доведена до нужной кондиции, можно ее теперь препарировать, но опять-таки не надо над ней слишком издеваться, нужно тихо и спокойно делать свое дело. Каким образом добились американцы и совместно с ВСУ этой ситуации? То есть доктрина, которая была на вооружении Кремля до сих пор, это называлось это так по-научному эскалация для деэскалации. То есть если Мордор ощущает, что на него напал противник, который обычными вооружениями начинает побеждать этот Мордор в такой степени, что скоро до Москвы дойдет. И на кону стоит само существование Российской Федерации. Тогда Мордор может применить тактическое ядерное оружие в надежде, в качестве блефа, в надежде, что это испугает слабонервных западных лидеров, у которых, конечно же, нет такой силы воли, как у бледной моли и этого боевого гнома в Кремле. Они все слабаки, и они все прекратят. Но им американцы ответили и объяснили, что если вы применяете тактическое ядерное оружие, мы вас уничтожим конвенциальным оружием, которого у вас нет такого качества и количества, как есть у нас. И все, эта вся доктрина развалилась. И теперь с Мордором можно делать то, что предлагал месяцы назад генерал Ходжес. Что, собственно говоря, и делается. В скором времени ожидаю я разрушения Крымского моста, затем все-таки пробьют эти несчастные, сколько там уже, наверное, меньше 10 километров осталось, Запорожской области, и таким образом артиллерийский будет установлен огневой контроль над северным путем, северным коридором из Российской Федерации в Крым, ну и дальше при помощи имеющихся дальнобойных ракет уничтожение живой силы и техники в Крыму. То есть враг в панике, с трудом ее скрывает. Уже никто там, даже самые буйные, не заикается о том, что мы ядерным оружием. Ну, конечно, вот прослушивая мой монолог, они завтра могут опять булькнуть про это ядерное оружие, но это опять-таки булькнуть, потому что их действие, вернее, бездействие самым красноречивым образом говорит о том, что все, приехали. Теперь, значит, полностью инициатива должна быть за Украиной, за ВСУ. Понимая, вот еще интересно, тут в такую ситуацию они въехали сами, и неожиданно к ним приходит на помощь, кто бы вы думали, разведуправление Министерства обороны Соединенных Штатов, РУМО сокращенно. Тогда, когда блеф и ядерные угрозы из Москвы перестали действовать, но на Украину давно уже не действуют, на ее западных союзников. Кстати, в Мордоре отмечает, что количество паникеров или тайных агентов Москвы или их полезных идиотов Москвы и Кремля, то есть, которые говорили о том, что нельзя слишком эскалировать против Мордора, иначе деваться некуда, не применить ядерное оружие, так вот количество резко сократилось. В всяком случае, в открытых средствах массовой информации. Ну вот, то есть Путин лишился этого козыря, блефа, одного из двух главных. А второе – это его
армия, которая оказалась, ну, сами понимаете, дутой второй армией мира. Так вот, когда это все разрушилось, тут переговоры Путина с Кимом, и выступает замдиректора РУМО. Выступал он, проводился здесь саммит в офицерском клубе «Потомок» в Соединенных Штатах, где она заявляет, ее спрашивают, как там насчет возможности того, что Корея поставит оружие или амуницию, боеприпасы Мордору, Российской Федерации. Зам директора военной разведки, это ГУР или ГРУ, то есть РУМО американское, заявляет, нас не удивит, если эти две страны подробно говорили о поставках оружия. Я прочитал эту загадочную фразу и чуть с кресла не упал. Но это же какой-то детский сад. Это говорит зам директора разведки, что эти две страны подробно говорили о поставках оружия. Да в Украине, наверное, любой школьник, который умеет писать, который знает, что такое Корея и Россия, он догадывается о том, что они говорили о поставках оружия. И ее нас не удивит. Боже мой, какой ужас, значит. Ну и дальше, вот она нагнетает, она не говорит, то есть зам руководителя такой организации должен был сказать, мы знаем, там, что есть подтверждения, или что пока их нету, но то, что нас удивит или не удивит, и мы подозреваем, это просто какой-то детский лепет. Зачем он нужен был, этот детский лепет? То есть понятно, что у них нет никакого подтверждения до сих пор, что Корея поставляет в сколь-либо заметных количествах боеприпасы Российской Федерации. А она, зовут ее мадам Уайт. Все это, видимо, вопрос задали для того, чтобы выбить финансирование. Вот опять же сейчас решается в Конгрессе вопрос с финансированием, каждый хочет подключиться. Финансирование, так, между прочим, сказал, если нам дадут 500 миллионов дополнительно, 500 миллионов долларов, полмиллиарда, то мы ответим на эти вопросы, а без 500 миллиардов, ну никак. Я думаю, жалко, что господина Бендера нет, Остапа Бендера. Он бы им за 500 миллионов такого наговорил. Да гораздо меньше. Он за 5 миллионов бы им раскрыл глаза бы на то, будут поставки или нет. Да я уверен, господа, что многие из вас, слушающие это видео, тоже бы за 5 миллионов и очень четко бы, с уверенностью рассказали американской разведке, будут поставки или нет. То есть непонятно. Это вернее как. То есть теперь, да, я слушал комментарии в 6-й палате, как на это реагируют эти самые пропагандисты кремлевские. И что интересно, они поняли, что блеф со стороны Кремля о применении ими тактического ядерного оружия в случае, если ВСУ начнут там страшное наступление, которое увенчается страшным успехом, поняли, что эта карта бита, и теперь они видят самое главное достижение визиты Кима и встречи с Путиным. Мы, говорят они, изобрели, ну то есть вытащили на поверхность сумасшедшего. Нам уже не верят в том, что мы применим ядерное оружие. А этому поверят. Этому кто угодно поверит, что он полоумный, потому что знает, что он полоумный. И теперь мы ему помогаем. Вернее, как мы сказали, что поможем спутники разведывательные развесить, а это для целей наведения по западному побережью Соединенных Штатов. И мы им поможем сделать подводную лодку, чтобы она туда поближе к тому же западному побережью США могла подплести. То есть нам не верят, что мы Шариковы идиоты. И мы вместо этого изобрели другого Шарикова. Вот на что они надеются. И в этой ситуации, поскольку эскалация должна, как только что я сказал, это мое мнение, что эскалация путем правильного варенья лягушки дошла до такой степени, что можно теперь до полный газ сжать, кроме ядерного оружия. И вот сейчас обсуждается здесь в кулуарах вопрос о направлении американских военных советников в Украину. Обсуждается среди экспертов и обсуждается в практическом плане среди представителей военных кругов и всех остальных экспертных кругов, которые причастны к этому делу. С
Считается, что это кардинальный шаг, который позволит решить массу вопросов, и это может быть, так сказать, радикальный шаг, который позволит побыстрее выиграть эту войну. Ну, в качестве аргумента, значит, объясняется вот что. Да, кстати, значит, вы знаете позицию Байдена, которую он огласил в самом начале российской агрессии. И эта позиция совпадает с другими, с руководством других стран НАТО и самого блока, что туда пока не посылаются регулярные, значит, воинские части. То есть помочь поможем, но как они говорят, выражаются, ботинок наших солдат на украинской земле не будет. Ну, вот говорят, что пора это изменить. Пришло время, и у Соединенных Штатов очень большой опыт в этом деле, который идет еще начиная, ну, Корейскую войну они не считают, потому что там США в качестве сил ООН напрямую были вовлечены в эту войну, а вот начиная с Вьетнама и так далее, где были эти советники, и успехи и неудачи варьировались, но за это время выработалась какая-то концепция, согласно которой, если это делать правильно и, значит, с умом, то от этого будет только плюс. Поэтому надо снять это жесткое ограничение на размещение американских войск и советников военных, и их туда послать. Причем на 3 уровнях. Первый уровень тактический. Ну, грубо говоря, это так вот, сержант ас, молодец. Кстати, сержант, если кто не знает, это ключевая фигура в американских вооруженных силах. Это бог, это отец, это все. Это не то, что сержант советской армии, это совсем другое дело. Это, прежде всего, высококлассный специалист. Так вот, значит, послать инструкторов на самый низкий уровень, где будут тренировать солдат на уровне там, взвода, роты там, и так далее. При этом они уже есть. Но есть только представители сил спецопераций. И тренируют они украинский спецназ. За прошедшее время с начала российской агрессии страны НАТО, в том числе США, тренировали примерно, провели тренировку примерно 63 тысяч военнослужащих ВСУ, из которых сформировали 17 бригад. В процессе тренировки было определено, что то есть были выявлены недостатки в процессе подготовки и сделаны соответствующие выводы. Многое, то, чему учили, учить не надо. Допустим, не надо дисциплине учить, что если тебе говорят иди в бой, ты должен идти в бой, или как там в строю ходить, как медали куда вешать. Это все не надо. Украинский солдат мотивирован, он знает, за что сражаться, поэтому ему не нужно внушать, не нужно ему это рассказывать, почему он должен сражаться. Дальше. Во многих отношениях оказалось, что украинская армия является самой опытной армией в мире. В плане ведения вот такой войны, на которую никто не рассчитывал в начале 21 года. То есть 21 века. Это война фактически начала 20 века, то есть Первой мировой. Но опыт солдаты ВСУ в этом плане приобрели бесценный. Но тем не менее, есть некоторый ноу-хау, которым нужно знать, американцы могут помочь. Ну, в качестве примера, один пример. Говорят, слабые есть пробелы в подготовке оказания срочной медицинской помощи. Ну, вот жгут, допустим, наложить. Пишут, что многие солдаты, раненые, не смогли выжить только потому, что они не были обучены правильно накладывать, жгут. Причем там время какое-то есть, по-моему, золотое правило 1 минуты. Это нужно сделать быстро. Но есть некоторые еще другие вещи. Потом, дальше идут советники оперативного уровня. Это уровень штабов, которые помогут в логистике, в организации логистики. Вот что американцы в этом плане все-таки доки. Ну, поделятся своими оперативными познаниями в оперативном мастерстве не помешает. И, наконец,
стратегические союзники, то есть советники, которые будут помогать и давать советы на самом высоком уровне. Они есть. Они уже есть. Я вам рассказывал, допустим, группа в Рамштайне есть такая. Вы знаете многие эти фамилии, они часто приезжали в Киев, они встречались с генералом Залужным, он встречался с ними, выезжал, в частности, в Польшу. Но нужно еще, нужно больше. Что главное, вернее, не главное, не будем говорить, главное это не главное. Главное, что присутствие этих советников, во-первых, покажет, что Соединенные Штаты неразрывно на стороне Украины. Вместе. Это придаст уверенности украинцам, бойцам ВСУ, то есть наш союзник рядом с нами. И это очень важно. Мы с вами говорили о важности морального фактора в нынешней войне. Следующее, очень важно. Присутствие этих, вернее, не только присутствие, а работа этих советников поможет наладить систему закупок. Это самое больное место, которое сейчас есть в Украине, в той части государственного аппарата, которая завязана на поставки вооружений для ВСУ. Я имею в виду прежде всего Министерство обороны. Они научат, как правильно производить закупки транспарентно. А если это нельзя транспарентно, то все-таки делать, чтобы они были подотчетные, чтобы было не по 17, а по 5 или сколько они там, 4 сейчас стоят, чтобы не пропадали 36 миллиардов гривен. Они научат, они покажут свое ноу-хау, объяснят как это. И в то же время они будут рядом, как глаза и уши, которые не позволят это сделать. Я считаю, что вот это было бы просто неоценимая помощь Украине военной областью. Просто неоценимая. Далее. Они подготовят всю систему управления вооруженными силами Украины, подготовят ее и всю страну к вступлению в НАТО. Потому что без них, я боюсь, сейчас сняли Леху за 17, поставили там со временем. Я сейчас о нынешнем министре обороны не говорю, не имею в виду. Но опять-таки где-то на каком-то ключевом посту, где можно отсасывать, производить отсос выделенных средств на оборону. Вот поставить какого-нибудь очередного Васю, Петю, Миколу, которые будут осуществлять этот отсос. Нужны глаза и уши. И я думаю, это будет просто необходимо. И если действительно в украинском государстве есть реальная заинтересованность в том, чтобы страна вступила в НАТО и в ЕС то же самое, вот только ради этого стоит их туда пустить. Потому что до сих пор я не верю. Я не верю в искренность призывов, когда, значит, в течение года разворовывается 36 миллиардов, потом ничего не делается для их поисков, но зато время от времени выскакивает президент и произносит дежурную фразу: примите нас в НАТО. Она так не играет, не получается. То есть, еще раз, значит, они подготовят, эти союзники, как никто другой, Украину для вступления в НАТО. То есть там не столько надо учить украинского солдата, как воевать. Нужно научить, как это все организовать, чтобы это было по закону, а не как в Малине. Ну, вопрос решается, а как с безопасностью? Нормально с безопасностью. Не надо их на передовую. Надо так, чтобы они были достаточно близки к линии фронта, чтобы оказывать эффективную поддержку, и в то же время недостаточно близки, чтобы их не могла поразить вражеская артиллерия. Еще один вопрос, значит, эскалация. Насчет эскалации решается вопрос так, как мы с вами это установили. То есть ядерная эскалация практически сейчас игнорируется. Что касается территориальной эскалации против какой-то страны НАТО, по большому счету, то же самое. Но какая эскалация против НАТО, если они в Украине сейчас сделать ничего не могут? Все, Бобик издыхает. Скоро конвульсии начнутся, еще немножко. Боеприпасов бы только хватило, если бы не эти чертовы республиканцы под руководством Маккартни.
Так все, все. Еще полгода к весне и все. Но ничего. Ничего, придется все-таки, это неожиданное, вернее, как неожиданное. Мы это ожидали. Я об этом говорю, начиная с апреля, с мая прошлого года, что все к этому идет. Как-то, не знаю, наверное, на Банковой считали, что это все шутка или как-то так пронесет. Нет, не пронесет. Не пронесет. Вопрос, значит, не придет ли это все-таки к эскалации, ну, как вот во Вьетнаме, когда надо было небольшое количество союзников, то есть советников, они прибыли из Соединенных Штатов, но армия Южного Вьетнама расслабилась, вступили тогда, чтобы их заместить, эти союзники начали сами воевать, их оказалось мало, надо было подкрепление, пошло подкрепление, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и в результате союзники, вместо того, чтобы быть советниками, они превратились в воюющую сторону. А потом, как они ушли, все рухнуло. Вот примерно то же самое в Афганистане произошло. Но есть другой вариант. Теперь знают все-таки, шишку набили. Ну, допустим, в Нигере, последний пример, там американцы гонялись за ИГИЛом, были потери в живой силе у американцев, и было поползновение, давайте дополнительных сил туда пригоним и задавим их всех. Ну, в определенном кабинете нажали на красную кнопку и сказали, нет, не надо, у нас есть уже печальный опыт. Афганистан, а до этого Южный Вьетнам. Вот пример. Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной за Фолкленды. Британия могла это все раздуть и превратить, помимо борьбы за эти острова, еще и в Аргентину высадиться, еще что-нибудь там присоединить к Объединенному Королевству. Но нет, ограничились только Фолклендами, потом все собрались, до свидания, и уплыли. То есть опыт уже есть такой, который позволяет вовремя остановиться. Ну и, наконец, самое главное, что присутствие этих союзников, не просто союзников, советников, дает уникальную возможность для создания прочных демократических институтов в стране. Потому что, ну, смотрите, сколько времени с Декларацией независимости, а их, вернее как, они на бумаге существуют, но вы прекрасно понимаете, что они не работают. Вот даже сейчас, когда я записываю это, страной фактически руководит не те организации, ведомства, министерства, которым это подложено по законам и по Конституции, а какая-то непонятная конторка, которая непонятно каким образом возникла, по щучьему велению, которая, значит, населена неведомыми людьми без соответствующего образования и опыта работы. И это все в критический момент истории для страны. Вот этого не должно быть. Поэтому присутствие этих советников, если Украина заинтересована в развитии демократических институтов в достаточной степени, чтобы ее приняли в НАТО, в ЕС, то это шанс. Потому что иначе, мы уже прекрасно об этом знаем, не будем себя обманывать, никогда Украина не будет готова для вступления в НАТО и ЕС. Ну и, так сказать, борьба с коррупцией. И, наконец, если там будут присутствовать американские советники, то будет регулярно прилетать в страну высокопоставленные военные Соединенных Штатов, высокопоставленные политики с инспекциями, просто с другими визитами и так далее. И это сделает неразрывную связь между двумя государствами. Психологически для украинцев и для вооруженных сил Украины это пошлет недвусмысленный месседж, сигнал Мордору о том, что Америка вместе с Украиной до конца. Вот таким образом, господа, сейчас обсуждается этот вопрос. И считается, что сейчас, в течение 19 месяцев с начала войны, эскалация путем медленного варенья лягушки довела ее до нужной кондиции. И сейчас, согласно американской, есть такая, вот многие спрашивают, а почему так вот долго то поставляли, потому что долго это поставляли. А вот если бы полгода назад, всему свое время, и на все есть свои причины. То есть вот сколько было разговоров
поставьте нам танки, тяжелые танки, и все, мы тут врага на роге намотаем. Поставили, где эти танки? Зарыты в землю. Потому что поставили не вовремя, рано. Не было подготовлены операции, в которых можно было их эффективно использовать. Вот сейчас с F-16 это не делают. Сейчас сначала готовят, а потом их запускают. Но тем не менее, короче говоря, сейчас, согласно этой американской доктрине эскалации, созрел момент для отправки американских советников. Некоторые эксперты, которые разрабатывают этот вопрос здесь, считают, что прибытие в Киев советников по специальным операциям для усиления разведывательной поддержки украинских спецподразделений свидетельствует о том, что в Вашингтоне уже приняли решение об оказании такой поддержки. Вопрос сейчас стоит в том, чтобы расширить сферу деятельности советников от сил специальных операций до всех сухопутных сил. Вот, дорогие друзья, что я вам хотел сегодня по этому поводу рассказать. Поэтому ждем окончания, что тут сегодня произойдет в Конгрессе. Белый дом, вы видите, если Белый дом считал, что вопрос с финансированием дальнейшей помощи Украины бесперспективен, то эти бы 31 танки, или сколько их там, не поставили. И Атакамс бы не поставили. И эти еще чудо-оружие тоже бы не поставляли. Поскольку поставляют, присылают советников, значит, считает, что все будет хорошо. Ну и в следующий раз я вам расскажу резервный вопрос, резервный вариант решения вопроса о финансировании, когда уже никакие республиканцы в Конгрессе будут не нужны. Поэтому, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. И, как обычно, слава Украине, вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. И вам, как всегда, выдержки, мужества, терпения. Но, тем не менее, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!